Привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, если вдруг вы забыли. Да, удачно я подгадал сегодня с погодой. Идет просто ливень. И все-таки я надеюсь, что благодаря этому ливню что-то получится набрать в мой накопитель. А вот, кстати, мы к нему и подошли. Слушайте, ну хорошо вода. Прям ручеек такой бежит. Я доволен. Не знаю, стоит ли еще вынести еще один тент. Ну, в принципе, так-то можно. Почему бы и нет. Собрать побольше воды. Да, прям дождик хороший зарядил. Но по прогнозу сегодня что-то 6 или 7 миллиметров осадков должно выпасть. Проверим. Ладно. Пойду потихоньку в землянку. Ну а вы садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра за чашечкой горячего чая или кофе, пока я здесь мокну под дождем. Кстати, обратите внимание, не так давно посадил две ели. Это специальные ели, они вырастают не выше 80 сантиметров и в то же время пушистые такие. Пока это начало, то есть вот эти две ели. Также я хочу еще купить 5 сосен и где-нибудь здесь их высадить. Ну, на мой взгляд, это будет правильно. Нельзя у леса только брать и пользоваться им. Нужно что-то ему тоже взамен отдавать. То это какие-то однобокие отношения получаются. Да, уже почки набухли, скоро появятся листочки. Быстрее бы уже, все сразу зеленое станет. О, а на березах вон уже листья появились. Сейчас подойдем. Вот она, березка, которая напоила меня в прошлый раз соком березовым. Еще и нашел кору от сосен, от сосны, точнее, упавшую, вон там, которую я пилил на доске, и ее использовал так, чтобы выделить немножко участок вокруг землянки. Сложно сказать, чего я добиваюсь. С одной стороны, я пытаюсь сделать ее скрытной, а с другой стороны, сделать ее красивой и приметной со стороны. Блин, ну красоты тоже хочется, чтобы было все красиво, так симпатично.
Да, у меня было две, так скажем, мечты таких, ну, мини-мечты, да, назовем их. Так. Это сделать себе нормальный мягкий лежак. И для этих целей я купил вот такой вот, не знаю, там, утеплитель или как он называется, короче говоря, не буду вдаваться в подробности. Ну, самое главное, что он мягкий, 30-миллиметровый. Постелю его. Ну, предварительно лежак обобью досками и потом постелю вот эти вот маты теплоизоляционные. Ну, а вторая мини-мечта была побыть в землянке, когда будет за окном идти сильный дождь. Пока, к сожалению, это никак не удается осуществить, потому что вышло солнышко. Ну, вообще, весь день обещали дождь. Поэтому, я думаю, я еще успею застать эти прекрасные моменты, когда лес будет наполняться влажностью. Ну и вот этот шум дождя, бьющий по земле, который будет меня убаюкивать и успокаивать. Ну и доски напилил тоже заранее, подготовился, дабы не тратить ваше время, да и свое время. Не очень интересно наблюдать одну и ту же картину, согласитесь, когда человек пилит доски на постоянной основе. Но это, в конце концов, становится неинтересно и как-то обыденностью, что ли, какой-то становится, превращается в должное. Так, здесь мне, блин, вот очень сейчас неудобно ни печку затопить, ни сесть. Поэтому, да, надо в первую очередь сегодня начать свой рабочий день с кровати.
Какой кайф, а? Какой кайф! Вы просто не представляете, сколько же я ночей спал на этих дурацких бревнах. И какой кайф, какое, я не знаю, блаженство неземное спать на ровной кровати, на ровном лежаке. Ну, немножко прибил гвоздями доски, там, где это было необходимо. В принципе, и так держится отлично. Полежу еще, пожалуй. Супер. А самое главное, что вот этот утеплитель, он еще и тепло отражает от моего тела. То есть, когда ложусь, прям я ощутимо теплее намного, нежели когда я ложился просто на этот лежак, на доске. Прямо и вставать неохота. Ладно, доски у меня еще остались, и хотел бы я, наверное, пока есть доски и время, переделать еще и эту кровать. Почему бы, собственно, и нет? Да?
Отлично. Теперь у меня мой лежак полностью готов. Ну и такой детский лежак, скажем так, тоже готов. Хотя, знаете, мы спали, как вы помните, здесь с братом. Брат ложился здесь, а я ложился на той кровати, на том лежаке. Сейчас я вам покажу, продемонстрирую, что как бы здесь поместиться спокойно можно. Человек с 2-метровым ростом, а у меня рост 1,93 м, спокойно помещается и на этом лежаке. И на том лежаке совершенно то же самое. Единственное, просто когда два высоких человека здесь спят, то либо лицом к лицу лежать, ну, либо там лицо-ноги как-то, не знаю. Но в целом все равно разместиться вдвоем здесь можно. Я бы не назвал эти условия комфортными, но с другой стороны, в условиях дикой природы они априори не могут быть комфортными условиями. Хотя в землянке в минус 30 зимой здесь тепло, даже я бы сказал жарко. И если вот так вот заблудился, например, человек в лесу, то это помещение послужит спасением от непогоды, да и даже просто от дождя. Вот так вот укрыться тоже вполне хорошие условия, на мой взгляд. По крайней мере, мне очень здесь нравится находиться. Сейчас, пожалуй, нужно навести не небольшой, а большой порядок, потому что здесь огромный беспорядок. Все уберу и немного, наверное, даже думаю, отдохну. Попью чай, посижу, если на улице дождь кончился, посижу, попью чай и почитаю книгу. Говорил, кстати, я про печку, что пользоваться ей, наверное, скоро не буду. Нет,
от нее тяжело отказаться. Ну, во-первых, в плане того, чтобы там приготовить еду, вскипятить чайник, да, элементарно. А во-вторых, все-таки какая-то романтика присутствует, когда печь горит, дрова отдают свое тепло, то на душе как-то тоже становится теплее, что ли, я даже не знаю. Смотришь вот так вот в окно, ветер там поднялся опять. Может и дождь начнется, может не начнется, неизвестно. Но здесь тепло, уютно, комфортно и атмосферно. Внутри плюс 18 сейчас. Отличная температура. Да, сейчас лежу, смотрю по сторонам, сколько же сил, а главное времени я потратил, чтобы сделать эту землянку. Нельзя как бы судить самому, да, о своих поступках, делах. Как бы должны оценку производить другие люди. Но бывают такие моменты, когда ты сам понимаешь, что да, вот за эту работу тебе не стыдно. Кстати, обратил внимание, меня 1,5 недели здесь не было. Уже лучок начал всходить. Да, пока его немного, но радует то, что лук стал пробиваться. То есть моя идея выращивания лука в лесу, ну практически в песке, просто сняв плодородный слой почвы в другом месте, она себя оправдывает. Что-нибудь надо еще посадить. Ну, здесь у меня цветы календулы, как вы помните, я посадил. Что еще? Петрушечку можно. Петрушка, лучок, помидоры, огурцы. И перееду сюда жить вообще нафиг на постоянной основе. Ну а что тут? Красота. Немного вид, конечно, портят эти деревья. Упавшие.
Ну ничего. Зато какой офигенский вид зимой, как вы помните, да? Просто невероятный. Давно хотел вот посидеть вот так вот и особо ничего не делать, просто полюбоваться тем, что происходит вокруг. Все куда-то бежим, торопимся, спешка вот эта вот. А куда спешить? Природа никуда не спешит. Давно хотел это сделать, все. Никак руки не доходили, постоянно забывал то горелку взять, то даже брал ее пару раз, просто забывал обжечь. Ну и заодно обновил немножко фасадную часть, тоже здесь я горелкой обжег. Хочу пройтись, посмотреть, что там вообще с накопителем водяным. Нет, не получается камеру запихнуть туда. Все-таки надо сделать крышку. Сейчас я измерил примерно 2 моих ступни, 2 на 2. Пойду сделаю крышку, сколочу и заодно и посмотрим, что же там внутри в накопителе.
А не так уж все и плохо. Я опасался и думал, что здесь вообще ничего нет. Но глубина сантиметров так 10-15, да есть, наверное. Офигеть. А учитывая, что пусть даже 10 сантиметров мы берем, да, а площадь моего коллектора, накопителя водяного, примерно 1,8 на 1,8 метра, это сколько получается? Ну, там 3 с копейками квадратных метра, да, и умножаем на 10 сантиметров 0,1 метра. 3 с копейками на 0,1, 0,3. 0,3 куба. Ни хрена себе. 0,3 куба это 300 литров. Вау. Либо я где-то, может быть, ошибся. Но даже если тут литров 150, это вообще неплохой результат, на мой взгляд. Прикольно. Пойду за баклажкой схожу и наберу воды сейчас. Вот этот тент, который на земле лежит перед водяным коллектором, накопителем, как вы видели, он в некоторых местах я клал камни, да, и видно, что он неровно лежит, вода застаивается в каких-то участках определенных. И почему бы вот эти доски не подложить под тент, и, соответственно, тент натянется, будет ровным, и вода будет быстрее уходить в водяной коллектор. Ну, а если вдруг мне эти доски потом понадобятся, ну, они мне в любом случае понадобятся, чтобы сделать крышку над лестницей, то тогда я их просто вытащу, добавлю еще не хватающих, там, 1-2 доски, и сделаю крышку.
Отлично. Сегодня я прям доволен. Ну, не сказать, что день прям так плодотворно прошел, но самые ключевые такие дела, которые надо было сделать, наконец-таки сделал. То есть это вот обжег створки, чтобы они издалека не бросались в глаза. И сделал, наконец-таки, себе великолепную кровать. Ну, для меня она великолепная, так-то, может быть, она и обычная. Просто сколько я мучился, лежа на бревнах обычных, вот этих вот круглых. Блин, это жесть. И сейчас, когда я могу лечь просто как угодно, и все равно мне комфортно, это, конечно, дорогого стоит. Ну, а больше всего, конечно же, меня порадовал сегодняшний дождь с утра. И самое главное, что идея с водяным накопителем, она работает. У меня там набралось воды, я не знаю сколько, но по моим оценкам литров 150 точно должно быть. Представляете? То есть, ну вот сколько тут, 1,5 недели прошло, и дожди шли. Не сказать, что такие большие какие-то, но обильные, но тем не менее осадки были. И самое главное, что по сути ничего делать для этого не нужно. То есть просто вот тент постелен, дождь пошел, вода собирается. Дождя нет, ну, значит нет. Единственное, есть некоторые опасения, когда наступит лето и будет очень жарко, как бы вода не начала испаряться. Вот это, конечно, такой интересный момент, потому что у нас летом очень часто бывает засуха, я бы даже так это назвал. И с повышением температуры до плюс 38, иногда даже 40 градусов. Чуть ли не как в Арабских Эмиратах мы себя иной раз чувствуем. Конечно, в лесу находиться даже с такой температурой воздуха более-менее комфортно, в отличие от города. Но вот с водой интересно, что будет. Начнет ли она испаряться? Ну, об этом пока говорить рано. Ничего себе. Ничего себе. Прилег, называется, книжку почитал, полежал, что-то в сторону ее убрал, думаю, дай немного с закрытыми глазами полежу. И вот этот гул печки такой, шумит она, и под этот шум как-то потихонечку я и вырубился. А время-то уже 9 часов вечера. Так, хочется есть. В принципе, голодный желудок меня и разбудил. Так, что мне нужно для того, чтобы приготовить грибную подливу с отварной картошкой? Грибы я взял опята, мясо, ну, в моем случае это свинина, лук и картошка. Все.
Ну еще мука и специи понадобятся. В первую очередь поставлю вариться картошку. Ну а потом начну готовить грибную подливу. И обжариваю лук с мясом на сковороде, не доводя до готовности. Подливаю воды и высыпаю сюда грибы. И как бы тушить все это дело буду. Запах уже восхитительный стоит. Появились первые нотки жареного мяса и, естественно, лука. Ну, правда, от лука немного глаза режет. Офигеть, там такая гроза. У меня здесь в лесу затишье прям. Жаль, я не могу передать этого на камеру. Вот там Самара находится. А вот там находится Самарская Лука. По ходу дела грозовой фронт сюда приближается. Будет очень интересно, если он до сюда доберется. Шарахнет нормально. Я на это надеюсь. О! Пошел ветер холодный. Ага. Ну все, минут через 20, я думаю, будет дождь. Может быть, все-таки ливень? Дай бог, дай бог. Смешиваю кипяток с мукой до консистенции а-ля кисель. Блин, какой же нежный вкус. Посмотрим, что с картошкой.
А картошка рассыпчатая. Вот это да. Нет, лосей не видно сегодня с утра. Ну да ладно, все равно утро просто великолепное выдалось. Отлично поспал на своей новой кровати, обновленной. До скорой встречи! Это был канал Лесной Строитель. Спасибо, что посмотрели мои видео до конца. Ну и если поставите лайк под видео или напишите комментарий, то будет просто здорово. Пока-пока!